Здравствуйте, это проект «Территория гласности», и сегодня здесь в студии Михаил Фишман, главный редактор «Русского Ньюсвика». Добрый день. Здравствуйте. Михаил, вы обладатель награды журналистской. В 2008 году вы получили награду фонда Пола Хлебникова. Каково сегодня делать журналистику в России? Ну, это такой вопрос, на который я буду долго отвечать. Ну, если кратко. Вот, если кратко, то это непросто. Я вот, вы знаете, недавно был на конференции в Германии, которая была посвящена свободе слова. Ну, в целом в Европе, не только в России. Это такая главная претензия к российским лидерам, когда они выезжают на Запад, и им всегда задают эти вопросы, что у вас убивают журналистов. Что тоже правда. Из этого делается вывод на Западе, моими коллегами нашими по цеху, что мы все время в опасности. Что российскому журналисту, свободному, независимому, да, всегда угрожает опасность его жизни. Это неправда. Это не соответствует действительности. Я понял, что одно можно сформулировать точно, что, впрочем, можно несколько вещей сформулировать. Да, в России журналистам угрожает опасность физическая, но это касается одной темы, более-менее всегда. И в принципе, если мы посмотрим на этот печальный список трагический, то мы сразу поймем, о чем идет речь. Речь всегда идет о Кавказе. Есть такая зона на территории России, Кавказ. Это зона больших проблем, в том числе и для журналистов, в том числе и для правозащитников. Это Вам не так. Приходится в чем-то себя ограничивать, когда вы устраиваете верстку очередного номера, когда происходят какие-то политические события? Наша работа – это рассказывать. Такая у нас редакционная линия. Мы хотим, наша задача рассказывать историю, а не там, бегать с флагом. То есть это больше принцип BBC – оставаться над схваткой? Ну, мы стараемся ему следовать, безусловно. При том, что у нас есть позиция, у нас есть очевидная там, линия редакционная, которую мы следуем, которую мы совершенно не стесняемся и не скрываем. Она тоже очевидна. Что касается самоцензуры, о которой вы говорите, ну, я вынужден признаться в том, что у меня есть самоцензура, ну, я не хочу так это называть. По крайней мере, я думаю дважды и трижды, когда мы, опять-таки, пишем про Кавказ, и мы пишем про Кавказ много. Дмитрий Бодовский, заместитель директора Института социальных систем, в недавней статье в Forbes сказал, что осень 2010 года пройдет под знаком дела ЮКОСа и определил, что главный нерв этого дела – это проблема ревизии политических и экономических итогов событий 2003-2005 годов. Как вы считаете? Этот приговор станет новостью года. Событием, которое неизбежно, каким бы он ни был, на самом деле, неизбежно повлечет за собой целую цепочку последствий. И, ну, приговора пока нет, пока все мы ждем, думаем, судачим, обсуждаем, надеемся, переживаем и так далее. Вы считаете себя реалистом, оптимистом или все-таки пессимистом в исходе этого дела? Сейчас многие говорят о разных вариантах. Все-таки как вы смотрите на это? Мне кажется так. Мне кажется, что это точно не предмет переговоров с Ходорковским. Вот насколько я следил и смотрел, мы все последние несколько лет за тем, как он себя ведет, как он себя держит, и какая у него позиция, и что он про себя думает, мне кажется, что уже все поняли, включая тех, кто находится в Кремле, что его внутренняя свобода не является предметом для переговоров вообще. И это, конечно, мне кажется, один из главных результатов, на самом деле, дела ЮКОСа. Это, собственно, то потрясающее мужество, которое Ходорковский демонстрирует лично. Кто, на ваш взгляд, сегодня по-настоящему заинтересован в том, чтобы Михаил Ходорковский оказался на свободе, и кто по-настоящему этого боится? Вот на данный момент. Мне кажется, что больший смысл имеет первый вопрос.
ваш. Вот кто заинтересован в том, чтобы Ходорковский оказался на свободе? И в этом, по-моему, собственно, очень большая проблема, потому что я, честно говоря, не знаю. Ну, я заинтересован, но этого мало. Да, есть группа, ну, не активистов даже, а просто не безразличных к себе, к России людей, которые в этом заинтересованы. Их мало. Оппозиции тоже мало? Или она Ну, в каком-то определенном качестве? Да, я ее даже не буду учитывать. Да. Это как-то так, разговор уходит никуда. Среди тех групп, которые влияют на принятие решений, как-то участвуют в принятии решений, как-то прокладывают курс политический и общественный, я не вижу никого вообще. Ни бюрократия, ни крупный бизнес, ни истеблишмент в любом виде я не вижу вообще. Я вижу сочувствие. И в этом главная проблема. Потому что некому стать лоббистом этого. И это разговор не про Ходорковского, это разговор про нас. Вот что мы собой представляем как общество. Да, в общем-то, проблемы у нас большие. Все знают, что нельзя судить не за то. Это вопиющее абсолютно нарушение. То, что сейчас предъявляется, просто просто находится за гранью здравого смысла в принципе. То есть это новая степень. Украсть нефть, в каком смысле? То есть тут, если по этому делу наступает обвинительный приговор, то, очевидно, это на политической карьере Медведева это очевидно ставит крест. Это ясно. А надо ли ему это? Возникает вопрос. Я уверен, что нет. Мне кажется, что это... Тут важно, что все прекрасно понимают. Так сложилось, как сложилось у нас. Вот общественное мнение такое, какое оно есть. Да, есть там, социологи говорят апатия, там кто-то еще как-то называет. При этом это люди, они живые. Они живут своими каждодневными проблемами. Они живут своей вот этой бытовухой, своей реальной жизнью, в которой, конечно, Ходорковского нет. Давайте будем... все-таки это скажем. Нету в ней Ходорковского. Ходорковский где-то сидит, может быть, это хорошо, может быть, это плохо, но это никак не влияет на качество помидоров на рынке. Не связано напрямую. Вот что-то произносится, это не соответствует реальности, все знают, что это не так, и все к этому привыкли. А что они еще скажут там, вот эти, которые наверху сидят? Конечно, понятно, они там что-то такое лепят, какую-то фигню. Вот они и лепят. Я считаю, что в этой ситуации надо спрашивать не с общества, то есть, а с властей. А кто бы спросил? Мы с вами, я не знаю, хорошо, нет, в конце концов, это же порочный круг тогда. Получается. Каждый должен делать свою работу. Вот мы, журналисты, задаем вопросы со страниц своего издания. Мы представляем общественный интерес, как журналисты. Мы, пишем о том, что обществу интересно, и разбираемся о том, что там происходит наверху. Кстати, о том, что происходит. У нас сейчас, как вы заметили, происходит политическая информационная атака на Юрия Лужкова. Да, мы заметили. И его супругу Елену Батурину. Лично для вас, что это означает? Это демонстрация силы или слабой позиции Кремля? Это какие-то опасения, страхи, фобии? Это какая-то необходимость передела собственности и фигурно-политической доске к 2012 году? Что это? Я бы ответил так. Мне кажется, что это работа Медведева. Это, собственно, буквально то, видимо, чем Медведев отличается от Путина и чем политический курс при Медведеве отличается президенте. Отличается от политического курса при Путине президенте. Они разные. Медведев не так консервативен,
это уже очевидно, в своей кадровой политике. В политике, когда про нее разговариваешь вообще, про нашу российскую, в ней самое главное это кадры, потому что нет же других механизмов, собственно, замещения позиций. Ну, не работают выборы, нет общественного, нет диалога с обществом как такового. А что остается? Остается назначать кадры. Это самый главный инструмент политики. Кадры и назначения. Ну вот при Путине была одна линия, при Медведеве другая. А именно, что он готов легко снимать с должностей. Путин крайне консервативный в этом был. Он предпочитал, лучше ничего не трогаем, зато все вместе целее будем. И, в общем, никого не снимали. Сколько у нас поснимали губернаторов за последние 2 года? Столько при Путине не сняли вообще. За сколько лет? Вот она, модернизация. Ну, тем не менее. Частично. Тем не менее. Да. Это факт. Да, это факт, согласна. Вот если продолжить тему коротко, то позиции Лужкова и Ходорковского не назовешь схожими. Однако, не кажется ли вам, что методика, сама технология вот этой информационной войны очень похожа? Потому что мы помним, когда были на НТВ сюжеты против Ходорковского, история про дворника, история про какие-то немыслимые убийства. То есть использование СМИ в угоду заказчикам. Кто заказывает эту конкретную политическую линию, медийную? Ну, это не значит, что Ходорковский похож на Лужкова. Нет, там, как раз схожа технология. Лукашенко. Почему это происходит? Ну вот снимают, допустим, фильм про Лукашенко. Ну, чудовищный скандал с ним Лукашенко. Он там, не знаю, ну мы писали об этом. Там что-то нахамил, допустим, или еще. Ну, короче, понятно, что с ним большой конфликт. Хочется ему ответить. Это понятная очень реакция. И указать ему место, и как бы продемонстрировать, в каких мы с тобой, Александр Григорьевич, отношениях находимся. Позиционироваться, совершенно верно. Хочется. Как это сделать? Ну, давайте по телеку что-нибудь покажем. И то же самое происходит с Лужковым. Ровно по той же схеме. Ну, давайте... Он что-то достал. Там, допустим, ну я фантазирую, ну вот прям достал Юрий Михайлович. Ну невозможно уже. Давайте уже что-нибудь мы сделаем про него. Ну, там, включите там что-нибудь, ну сделайте там. И вот по ящику что-то происходит, допустим. Невозможно, нельзя, ну вы не имеете права, как правитель, вести себя так по отношению к обществу. Вы не можете ему показывать такие фильмы про Лужкова. Это должно быть запрещено. Потому что это означает, это демонстрация крайнего неуважения к обществу, к людям, которые это смотрят. Которые либо должны принимать это за чистую монету, либо должны понимать, что это все вранье. А когда было по-другому в этой стране? Ну, при Ельцине точно такого не было. Но это не вызывало такого чувства вот, бесконечной наглости и презрения, с которым это делается сегодня. Когда мы просто не учитываемся. Вот в этой мыслительной схеме, вот нас, вот конкретных людей, их просто нет. Встреча президента Медведева в Ярославле с ведущими зарубежными политологами. Какое впечатление на вас произвела? Ну, я не услышал ничего такого. Не могу сказать, что я внимательно сидел, прильнув к телеканалу «Россия-24». Я не услышал ничего, чтобы мне как-то заставило поднять бровь, если честно. То есть, выступление Медведева, что свобода лучше, чем не свобода, на меня произвело бы больше впечатления, безусловно. Главная проблема заключается в том, что у нас люди, которые принимают решения, они их настолько привыкли принимать сами. Вот понятие посоветоваться и что-то обсудить, они вычеркнуты, они выжжены напалмом из представления о том, что в принципе делают в России. Вот в России не советуются и не обсуждают. И пока этого не происходит, то никакой модернизации не может в принципе произойти, потому что главная модернизация должна состоять в том, что начинается какой-то диалог, какое-то обсуждение, чего-нибудь. В принципе, чего угодно, но хоть что-нибудь давайте обсудим. Ну что ж, я благодарю Михаила Фишмана, главного редактора «Русского Ньюсвика», за то, что он сегодня к нам пришел на территорию гласности. И хочу завершить эту программу словами Бернарда Шоу, который сказал, что демократия, увы, не может стать выше уровня того человеческого материала, из которого составлены ее избиратели.
Мы, конечно, будем надеяться на лучшее, но стоит учитывать, пожалуй, то, что замечали умные люди. Всего хорошего.